Всем привет, это «Больше тейк», и сегодня мы вместе с прекрасной Анастасией Павлюченковой попытаемся понять, как играть в теннис и найти свое счастье. Я бы точно сказала себе, что не нужно никуда торопиться. Мы привыкли к тому, что теннис во многом это страдание. Это нереально тяжелая жизнь и вид спорта. Как удалось найти своего человека? Я уже хотела с корта показать, типа, все, чувак, давай отсюда. Формулу счастья Анастасии Павлюченковой. Мы можем разные ингредиенты туда накидывать. Да на кайфе, да не парься, господи, да просто вот здесь возьми кик, подай. И давай немножечко вернемся, может быть, в детство. Я там таила на него обеды, было время, я не буду это скрывать. Все-таки он хороший тренер? Или, не знаю, многоточие? Всем привет, это «Больше тейк», и мы продолжаем смотреть на теннис под разными углами. И сегодня нам в этом поможет прекрасная Анастасия Павлюченкова, наш амбассадор, олимпийская чемпионка, финалистка Ролан-Гаррос, прекрасная теннисистка и человек, который, как мне кажется, немножечко... чего ж там немножечко отличается от теннисистов и теннисисток, потому что мы привыкли к тому, что теннис во многом это страдание. К успехам ты приходишь через страдания, но когда на Настю смотришь, очень часто вот просто расплываешься в улыбке, потому что ты как будто умеешь не только работать, мы понимаем, что без этого никак, но при этом еще умеешь как будто бы получать удовольствие от самого процесса. Мы сегодня постараемся понять, как у тебя это получается, и как вообще теннисисту, который, как и, наверное, любой человек, тоже хочет быть счастливым. В общем, как теннисисту быть счастливым? Мы попытаемся. Давай начнем с твоих впечатлений о Москве, потому что, насколько я понимаю, ты не часто бываешь в этом городе. Вот сейчас ты тоже вернулась в Москву спустя сколько? Год, наверное? Да, год. Как ты нашла столицу, где уже была? И есть ли какие-то места, куда ты обязательно должна пойти, должна попасть, когда прилетаешь в Москву? Да, но в Москве я действительно редко, и в этот раз прям особенно я рвалась сюда, и я прям соскучилась, я поняла, потому что до этого как-то, я, может быть, чаще приезжала, навещала семью в основном, и даже и тренировалась здесь периодически, да, но все реже и реже приезжала. И вот в этот раз прям я знала, что после US Open я полечу в Москву, и особенно рвалась к семье, к бабушке у меня, она смотрит все мои матчи тоже. Мне всегда так интересно обсуждать теннисные также в том числе и вообще. И поэтому... всегда, конечно, самое первое — это родственники, то есть я с семьей к бабушке заехала, потом у меня племянники тоже, которые потихоньку начинают, вот племянник, кстати, у меня в 1 класс пошел и начинает тоже в теннис играть, вот, а куда обязательно? В прошлом году я была в Большом, это, да, меня мама, кстати, пригласила, меня и Матис, мы были на Лебедином озере, это было, конечно, вообще вау, просто вау. Я поняла, насколько у нас культура и богата вообще страна этим, и это было прям впечатляюще. Вот. Поэтому, если честно, я в этот раз маме тоже сказала, давай куда-нибудь в театр или на мюзикл или что-то такое. Я не знаю, что сейчас есть в Москве, но просто еще совсем мало дней я тут побывала, поэтому это еще впереди. В общем, мама что-то готовит. Культурную программу. За культурную программу отвечает мама. Да, я так больше за какие-то кафешки, рестики, шопинг. Слушай, ты уже упомянула Матиаса. Это твой молодой человек, которого мы все время видим в твоем боксе. Его трудно не заметить, это правда. Человек, который играет, насколько я понимаю, очень большую роль в твоей жизни, поддержка и опора. Расскажи, пожалуйста, как вы вообще нашли друг друга? Потому что в целом кажется, что профессиональной спортсменке, а теннисистке в особенности, найти в целом время на личную жизнь практически нереально. Потому что 11 месяцев в году ты в турнирном режиме, ты в тренировочном графике. Как удалось найти своего человека? Да. Это, скорее всего, наверное, так звезды сошлись тоже, если честно, потому что действительно график сумасшедший, и какие-то вот компромиссы пришлось... всегда в отношениях, я считаю, что нужны компромиссы в любых. В наших отношениях, наверное, в этом плане он идет на компромисс, потому что
ну, карьера моя, соответственно, он играет в роли поддержки больше. Потом тут он тоже отвечает за культурную программу, но уже на турнирах, которая немаловажно тоже играет для моего ментального состояния, потому что, как упомянули, сумасшедший график и постоянные перелеты, то есть безумная поддержка нужна там, любому человеку, и в нашем женском туре особенно, потому что конкуренция бешеная. И, ну, совпало все, потому что у него сейчас есть возможность такая со мной путешествовать, и мы вот воспользовались этим, и вот эти компромиссы, которые... И невероятная какая-то вера в меня у него, то, что он верит и в мой теннис, и мы получаем невероятное удовольствие за кортами еще вместе. А что должен такого сделать молодой человек, чтобы произвести впечатление на Анастасию Павлюченко, чтобы ты сказала: вау, классный парень? Если честно, он как раз-таки такое ощущение, я не знаю, если это было специально или нет, как будто он не пытался произвести на меня никакого впечатления, и это меня и покорило, потому что он был с самого начала, мне что понравилось, он был серьезный. На самом деле. А как где вы познакомились? Где-то на турнире это было? Мы время познакомились, я играла время как раз турнир. А еще город такой, ну сам Бог велел. И время, и мы на самом деле после этого были почти неразлучны, на самом деле, так вышло. Вот просто, наверное, как-то с первого раза кликнуло и все. Но хочу подчеркнуть, на первом свидании он пришел с щенком, которого он прям в этот день взял. Ну, себе... Подобрал или... Нет, он летал в Мадрид специально за щенком, и он из Мадрида прилетел с щенком и сразу пришел на свидание, на ужин. И щенок, причем был белоснежно-белый, с голубыми глазами, мини-хаски такой, памский. И он смеется и говорит: я молодец, хорошо придумал, да, и все ему друзья жмут руку, говорят: ну, молодец, как бы, браво. Но на самом деле это понятно. Щенок был очень мило, но основное это я на него, естественно, смотрела и задавала вопросы, но как бы кликнула. В общем, лайфхак для молодых людей. Цветы – это уже вчерашний день. Нет, цветы тоже. Цветы оставляем. Да. Значит, в одной ручке цветочки. Да. И собачку симпатичную. Да, всего-то, да. Ну, вот очень просто, на самом деле. Очень просто берите и делайте, и все. И в Рим, пожалуйста, вперед. Ну и Рим. Уже чуть сложнее, но в целом схема рабочая. Да. В общем, очень, очень быстро все закрутилось. Да. Но мне кажется, что еще на теме моды вы сошлись. По крайней мере, это то, что читается, да, с экранов телевизоров, потому что он очень яркий молодой человек, да, любит самовыражаться. И ты такая же. Вот в этом смысле вы тоже как-то нашли друг друга? Да, ну, мы не специально, естественно, так оно вышло случайно, что мы оба любим одеваться и следим за модой. Но самое интересное, что для меня очень важно, что когда мужчина... Просто у нас иногда принято, мне кажется, что вот мужчина, если использует духи или как-то проводит много времени в ванной комнате, то он какой-то, ну, понимаем, да, там не по девочкам, наверное. А для меня это вот, не знаю, мне кажется, это нормально, ну, в рамках, да, что если человек за собой следит, и если одевается в этом, ну, ничего такого нет, и мне это нравится, когда мужчина очень такой, даже, скажем, эпатажный, это слово можно, потому что Матис у него иногда есть, он очень эпатажный, даже иногда для меня, потому что иногда бывает, ты такая ему говоришь: пожалуйста, переоденься, милый. Да. Бывает такое? Да, бывает. Он очень эпатажный и даже иногда слишком для меня. У него есть одно хорошее качество, которое мне очень помогает тоже по жизни. Я пытаюсь немножко у него взять немножко этого, потому что ему вообще все равно, кто что думает. Я уже ему завидую. Да, и у меня тоже иногда включается такая зависть, потому что я очень, на самом деле, сейчас меньше с возрастом, но раньше я очень зависела сильно от чужого мнения. Особенно, может быть, из того, что вот, ну, как бы в плане тенниса и результатов, но также и, наверное, что я одевалась, как и как я выглядела. У него вообще с этим как бы... И это искренне, это не потому, что он там на публику или мне говорит: мне пофиг, и в комнате закрывается и плачет. Нет, да. так и есть. И
у него есть, то есть он на лыжах катается в какой-то дико там, он любит на лыжах кататься в шубе, там, в пол просто, да, там, у него шапка-ушанка, он на ней в Индиан Wells пришел, сидел в боксе на моем матче, где Да-да-да. я уже хотела эскорту показать, типа, все, чувак, давай отсюда, из бокса, пожалуйста, уходи, это слишком. Но он, да, особо не спрашивает, как бы, поэтому это тоже такой вот шарм его характера, наверное. А как вообще Матиас воспринимает теннисная публика, такая довольно чопорная, наверное, или вы не чувствуете вот этого какого-то отношения или как косых взглядов, мол, а что это он надел на себя? Да, периодически бывает, потому что, как я уже сказала, то есть я его на самом деле довольно часто сдерживаю там в номере в отеле или где-то на турнирах. Иногда, он советуется, естественно, часто. Мы всегда друг с другом там, я что-то меряю, показываю, окей, нет. И в этом весь кайф, конечно, наших отношений тоже, что мы это все любим и друг другу. Но иногда, что я говорю, вот этот эпатаж, и даже я прям говорю, слушай, мне кажется, не поймут на теннисном турнире, тем более в теннисе все не только чопорные, но очень, да, не знаю даже, как назвать это слово, но это, наверное, too much. То есть, но в то же время это меня в нем и цепляет, потому что у меня этого, наверное, может быть, даже нет. И мне вот этот эпатаж, конечно, в нем тоже нравится. Я так понимаю, что в прошлом году произошло как раз знакомство с родителями, да? Да. Вы прилетали вместе. Да. Как приняли мама и папа? Да. Мама с ним была давно еще знакома, еще на самом начальной стадии наших отношений. А мой папа, да, в прошлом году. Но у меня мама говорит по-английски как бы нормально. Там она может разговор поддержать. Папа у меня, конечно, hello и goodbye, и больше, мне кажется, ничего не знает. Вот, и поэтому с моим папой там было сложно разговаривать, но они только пили какие-то шоты, настойки папа принес, поэтому... папа говорит, ничего, сейчас после... Невербальный было. Папа диалог, говорит, скажем да, так. мой папа сказал, сейчас пару стопок я заговорю на английском, я говорю, без проблем. То есть, поэтому они там как-то уже нашли общий язык после пару стопок, вот, поэтому так в основном вначале я переводила. Да. Ну вот они, получается, один раз, не один раз, вот у вас было путешествие в прошлом году, Да, и так уже все познакомились. Да, неделю мы здесь были в Москве. Как я сказала, мама его видела до этого часто, потому что у меня мама иногда и приезжает тоже к нам. А папа, да, неделю, даже бабушка моя, все браты, все познакомились. Ты уже затронул, как мне кажется, очень важную тему, говоря о Матиасе, о его умении не обращать внимания на мнение других. Но мы понимаем, что не все такие, как Матиас, не все такие счастливые и обладают вот этим качеством. И особенно, мне кажется, тяжело бывает людям вот таким, как, скажем, мы, которые зависят от мнения других, это мнение самых близких людей. Это всегда, мне кажется, самая такая острая, тяжелая тема, да, самые близкие твои люди, опять-таки мама, папа. И давай немножечко вернемся, может быть, в детство. Ты суперперспективная юниорка, ты выигрываешь по юниорам вообще все, о чем только можно мечтать. Рядом родители, конечно, в первую очередь папа. И вот это ощущение давления, да, потому что, я так понимаю, оно было. И это то, с чем надо было вот как-то справляться, как-то его оправдывать и как-то с этим жить. Да. Да, я иногда возвращаюсь назад, проигрываю в голове тоже те годы, и я иногда не понимаю, как я столько всего выиграла, потому что, может быть, за счет того, что мне было совсем мало лет, и не было какой-то осознанности, насколько это серьезно, и все на кону стоит, потому что если сейчас, наверное, допустим, такая бы ситуация у меня была, мне кажется, я бы не смогла вообще играть, потому что родители меняли в прямом смысле квартиру трехкомнатную на двухкомнатную, чтобы какие-то деньги мне дать на теннис. Также у меня старший брат еще играл на тот момент. Потом... Очень перспективный был тоже. Да, Саша, Саша был тогда на тот момент в Испании. У Карлоса Феррера, кстати, в его академии. Вот. Потом родители продали машину, и вот это все пошло-поехало. То есть, давление в том плане, что,
или сейчас, или никогда, как говорится. То есть каждый матч, в принципе, наверное, вот был решающий относительно. И я умудрялась выигрывать шлемы юниорские. То есть, и потом, соответственно, как бы я себе открыла дверь в плане, что в 14 лет я стала первой по юниорам. Тогда там, спасибо мне в 12 лет папа нашел человека в Самаре, который помог хоть чуть-чуть с деньгами там, выехать на турнир. Ну и вот я стала первой по юниорам в 14 лет, а в 15 лет меня заметил Adidas. Они меня подписали контракт даже денежный на тот момент, и у меня уже был контракт бабалат с ракетками. Вот. И ну, это было уже хоть какое-то там так чуть-чуть начало чего-то. Но на самом деле, вот интересно, Джокович недавно был в подкасте J6, мы с тобой уже начали обсуждать, и он, даже вот ты слушаешь, думаешь, ну, Новак Джокович, он рассказывал о том, что он постоянно чувствовал вот это давление, что он всегда ощущал, что для его отца, он именно про отношения с папой говорил, я чувствовала, что то, что я делаю, этого было всегда недостаточно. Я, мол, до сих пор это чувствую. Просто очень любопытно это слышать из уст Новака Джоковича, человека величайшего в этом виде спорта. И он тоже говорил про давление, про то, как с этим надо было справляться, как там, не знаю, занимал отец деньги у криминальных авторитетов. И вот это до сих пор, видимо, в нем есть, что я недостаточно хорош для своего папы. Мне кажется, это такая очень распространенная вообще история, когда ты чувствуешь, может быть, тебе даже не попрекают этим, но все равно ты чувствуешь, а может быть, я недостаточно хорош, может быть, я недостаточно хороша именно вот потому, что я не могу подвести родителей. Ну, примерно же так вот мысли, мне кажется, строятся. У меня было чуть другое. У меня, в принципе, не было... Ну, я благодарна своим родителям за это, что у меня не было ощущения, что я им что-то должна, и чувство вины, что вот я должна вернуть эти деньги, или они столько всего сделали. Особенно мама, она у меня так это все позиционировала, и что это нормально, да, она мама, и она хочет мне помочь, и мама у меня всегда у нас... Там, при любых обстоятельствах была всегда еда в доме, и я не ощущала, что у нас нет денег. То есть это колоссально. Сейчас, став взрослой, я, конечно, просто настолько благодарна родителям, и особенно маме вот за это качество, что она вот так могла это все позиционировать и преподнести. Мне кажется, это очень сложно. Вот, но у меня другое чуть-чуть. У меня папа был такой немножко, не немножко, он был очень строгий и жесткий, и он меня держал, конечно, в ежовых рукавицах, но что было потом, когда я в 15 лет уже уехала и жила в Муртаглу академию, и Патрик стал моим тренером, и папа, я помню, тогда они меня как будто как невесту отдавали в академию с переводчиком, разговаривали с Патриком, и папа четко раскладывал, над чем мы работали, и что мы делали, что техника самое главное, что то... При этом важно отметить, папа не профессиональный теннисист, Нет, папа да. же Да, он гребли на каноэ, да. верно? Он просто ему нравился в юношестве теннис, и там, опять же, Агаси, все дела, ему кассеты Агаси, ему нравился его форхенд, он меня пытался также научить. Вот. И да, они меня отдали в руки Патрику и с переводчиком и так далее. Но потом вот такой был неприятный момент, что у меня папа всегда, когда я возвращалась в Москву или что-то, если там где-то неудачное выступление или даже удачное, он все равно встречал меня в аэропорту и говорил так, я там посмотрела, там вот здесь мне не нравится, как ты сейчас играешь, мне не нравится, как ты там бьешь справа, слева, третье, десятое, вот со мной бы ты там вот так была. И вот каждый раз вот это сравнение, что вот со мной бы было вот так. И потом, мне кажется, у меня выработался такой, как и комплекс. И вот мне хотелось ему всегда доказать, что вот без тебя я смогу так, и смогу лучше, и тоже смогу. И вот во мне больше вот это играло всю жизнь на протяжении всей моей карьеры, наверное. Но при этом папа отпускал тебя, то есть он сам отпустил тебя к Муратаглу, да? Видимо, понимая, что же нужно делать этот шаг, нужно там в Европу двигаться, потому что это так или иначе облегчит все равно дальнейшие пути какие-то. Да, я, честно, даже не знаю, как это произошло и как это вышло, потому что мне тоже вот удивление, что он смог меня отпустить. Да, потому что, во-первых, я была несовершеннолетняя, то есть
Ну, понятно, мы говорим про спорт, там, но все равно, то есть мама была со мной, ну, иногда я и одна была там, то есть, ну, какой-то короткий период времени, до 18 лет. И мне было совсем мало лет. Я привыкла, что папа всегда стоял за спиной, всегда стоял сбоку, и он просто под каждый удар мне комментировал. Так, здесь справа вот так. Нет. Ну и у меня еще начинался переходный возраст, и мне казалось, окей, папа это не авторитет, надо какого-то крутого тренера, потому что ну, я сейчас приеду по юниорам, ну как-то это не круто с папой, я взрослею, там мальчики, все дела, мне надо типа как-то более так это быть. И, в общем, со статусом должен ну быть. вот да, опять же, про мнение со стороны мы возвращаемся. Да. Но, ну и, наверное, пришло то время, мы с папой дико вот эти перепалки на корте, за кортом. За кортом тоже была накаленная атмосфера, потому что у нас все переливалось из тенниса в дом. И, наверное, где-то мама тоже сыграла роль, что она сказала: слушай, если ты хочешь сохранить отношения с своей дочерью, то тебе надо, наверное, ее отпустить. И я помню, это было в Самаре, сидели вот так вот с мамой на кухне, и вот мы решали, что делать, потому что папа тоже там закинул, что ну давай, уезжай, твой теннис на этом закончится. Мол, все равно без тебя у тебя не получится. Вот Да? типа Без такого. меня у тебя не получится. Да. Ну вот если это тонкая грань, где все-таки возможно сохранить отношения и там условно дочка, папа и ученик, тренер, при этом вот в здоровой атмосфере какой-то остаться. Кажется, что это практически невозможно. Я вот так смотрю, например, на Бена Шелтона, его вечно улыбающегося папу, и тоже он в интервью говорит: я стараюсь всегда, там, если он смотрит на меня, стараюсь улыбнуться, поддержать, и как-то вот со стороны кажется, ну не может быть все хорошо. Я не знаю, или может быть это просто с нашим менталитетом, ты все время ищешь, что вот как бы слишком сложная эта история, чтобы она была благополучной. Как у Руда с папой тоже такое ощущение, что хорошие отношения. Да, не знаю, для меня это загадка, потому что то ли это наш менталитет, действительно, то ли сейчас, став взрослой, да, я понимаю где-то моего отца тоже, да, то есть, в принципе, я там таила на него обиды, было время, я не буду это скрывать, он это тоже знает, но сейчас, наверное, я немножко, да, понимаю, к чему и почему. Мне кажется, это очень сложно. Даже вот я с Сашей, с братом работала какое-то время. Для меня это сложно. Ну, для нашей семьи, да. Может быть, кто-то может... Я по себе сужу, наверное, если ты, ну, прям очень вовлечен, еще и семья, вот мне не все равно, да. И мне бы было, наверное, сложно как-то жестко сказать своему там сыну или дочери, наверное, так я по себе сужу. Ну, хотя, ну, не знаю, да, как это. Но вот эта грань, где все равно ты должен быть жестким-то, с одной стороны. Ну, даже тренер, я считаю, я вот за жестких такие вот все равно в рамках как бы должна быть дисциплина. Если ты все время все как-то позволяешь и хихи-ха-ха, ну, особенно когда ребенок еще такой несозревший, мне кажется, это сложно, поэтому не знаю. Вот расскажи как раз про этот период работы с Сашей. То есть, я так понимаю, в чисто теннисном плане, наверное, да, то, что он подсказывал, как он подсказывал, это тебе очень было близко, да, но вот в плане каких-то личных отношений тяжеловато тоже какой-то момент стало. Да, ну, у нас с Сашей несколько этапов работы, потому что он тоже меня... Да, он меня тренировал по юниорам, там как-то папа больше был как тренер, мама тоже участвовала в процессе, ну, вся семья. Саша больше со мной играл, но Саше было тогда 20 лет. Но я все время ездила с Сашей. То есть папа вообще редко где был. И, то есть брату доверяли старшему тебя? Да, ну там мама всегда тоже была. Но да, и вот, наверное, это тоже играло роль, что я все выигрывала, потому что вот Саша, у него как раз вот это есть. Вот за кортом вот это посмеяться, там, ну, опять же, он молодой парень и старший брат, соответственно, у нас вот эта именно химия работала как раз за кортом тоже. Мне вот это тоже очень важно.
Вот, и поэтому, но тренировочный процесс и вся вот эта вот дисциплина была с папой, да, и потом мы с Сашей как из клетки нас выпускали обоих, и мы вот, и то есть у нас вот это был этап с Сашей, ну вот до Патрика, то есть какой там период, 2-3 года. Потом, соответственно, я была с Патриком, потом мы опять с Сашей после Патрика поехали в Барселону, в академию 2 года. Я с Сашей там была, с испанским тренером и с Сашей. То есть еще было 2 года опыт. А потом опять мы закончили. И потом уже третий и последний раз это было вот в 2021 году, в феврале, с Санкт-Петербурга, где я попросила его мне помочь просто на турнир поехать, и потом опять сговорились, понравилось, и вот мы финал Ролан-Гаррос вместе с Сашей сыграли. Ну, то есть последний этап, можно сказать, на данный момент? Или ты уже думаешь, что, наверное, все? Нет, наверное... Саша именно. Да, нет, с Сашей точно все, потому что, во-первых, у него уже и свои дети растут, ну, да. И уже сформировалась серьезная работа, и уже, конечно, да, совсем много времени прошло, и да, я тоже хочу как-то уже, чтобы устаканилась моя команда. Мне пока вот нравится ребята, вот человек спарринг, Яник Мертенс, который сам играл и стоял 175, поэтому пока идет с ним нормально, и тоже не хочется уже бросаться из стороны в сторону и менять. Расскажи, пожалуйста, немножко про Патрика Муратоглу, потому что это, мне кажется, какая-то уникальная фигура в теннисе. Человек, о котором говорят едва ли не чаще, чем о теннисистах, о самих игроках. Очень противоречивые всегда мнения высказываются. Ты с ним работала, ты его близко знаешь, ну, как теннисистка, да, как его ученица. Все-таки он хороший тренер? Или, не знаю, многоточие? Да, ну, мне кажется, мне нравилось с ним работать, честно, потому что мы провели очень большую работу, и было 2-3 года. Но это было очень давно, поэтому я не знаю, вырос он как тренер или остался так же. На тот момент мне нравилось, у меня тоже не было никакого опыта, то есть это был мой первый тренер. Первый тренер не папа. Да. И у меня на тот момент не было опыта работы с тренером. Я не знаю. Не знал, с чем сравнивать даже. Да, с чем сравнить. Поэтому что у Патрика мне всегда нравилось, я часто упоминала, для меня тренер — это не только справа-слева, хотя это тоже очень важно. Я считаю, что тренер должен быть для меня еще и психологом своего рода, и знать, как тебя подвести к нужным турнирам, знать, какие турниры играть, знать, какую правильную подготовку сделать. Еще что у Патрика была вот колоссально, он умел мотивировать всегда. То есть он находил, я не знаю, пойдем вот сегодня, я придумал, говорит, поехали все в аквапарк. А потом, то есть вот такие вещи за кортом, а потом он придумывал какие-то там упражнения. Ну, у него были возможности еще, он возил с собой много людей. У меня, вообще в 15 лет, в 16 у меня был свой диетолог, тренер по ФП, сам Патрик и еще куча всяких наставников. Это все от академии, да? Да, от академии, это Патрик. И, когда я вообще там в Самаре тренировалась на корте с трещинами, и у меня был только папа и мама, то мне вообще просто казалось, что я в какой-то сказке, и вот как так разве можно было вообще, да? Вот, поэтому в этом плане у меня тоже такое было, как типа вау каждый раз, и мне это давало тоже силы и какую-то уверенность в себе, что у меня такие вот крутые наставники есть. Вот, собственно, потом, единственное, потом передо мной извинился даже тренер по ФП, потому что даже он сказал, что, слушай, извини, мы не знали. И там было проделано очень чересчур много тренировок, и они меня просто, честно, перегрузили, да, потому что у меня начинался день
В 7:45 я шла в джим до завтрака, 45 минут бегать или крутить велосипед, потом я завтракала, потом у меня разминка час с тренером по ФП, 2 часа теннис, обед, 2 часа теннис, и потом иногда еще час ФП или заминка. И это было почти каждый день. И потом я просто, когда приходил какой-то важный там иногда турнир, иногда мне казалось, что я перегружена. И вот это было тоже как бы от незнания, и типа, ну, молодая девочка, давай вперед. Вот эти моменты тоже. А мне интересно, а как они потом сами поняли, что в чем-то переборщили, что слишком большие объемы? Просто ты говоришь, что извинился тренер Да. по УФП, вот это любопытно. Да, потом он просто, Патрик мне не сказал, извини, тренер по ФП сказал, что да, говорит, с опытом потом работы с другими игроками, он говорит, я понял, что да, где-то мы переборщили с тобой. И вот, да, был такой момент, но это уже в прошлом. А скажи, пожалуйста, ты еще работала и с Мартиной Хингис. Тоже про нее не могу не спросить, потому что, мне кажется, это человек, который, ну вот, казался таким чудом для всех детей. Легенда, да. Легенда. Мгм. Каково это ощущать, что вот это мой тренер, она меня сама Мартина Хингис. Я не знаю, мне кажется, вот что-то такое должно быть. Да, конечно, 100%. Я, опять же, я приравниваю это вот Агаси, Штеффи Граф, Мартина Хингис, там Моника Селиш, это все наши идолы, когда мы росли, когда мы маленькие были, сидели перед экраном телевизора. Опять же, у меня еще папа был авторитетом всегда, ну, наверное, так часто у девочек бывает, и папа там Агаси, и Мартина Хингис, да, и Штеффи Граф, и ну все, тогда это прям выше некуда. И так получилось, что да, Мартина, это был 2012 год, потому что после Патрика я была в Барселоне, а потом опять вернулась к Патрику, но уже я не с ним тренировалась с другим тренером, На но в базе. его академии, да. И на тот момент вот как раз Мартина была там консультантом, тренером-консультантом. И она приходила на мои тренировки, ну, видимо, ей нравился мой теннис и вообще, как я играла. И она периодически давала советы, и потом мы с ней стали больше общаться, даже иногда на ужин ходить, как-то так. И потом я ей просто, кстати, написала сама и сказала, вот, Мартина, если мне очень нравятся твои советы, если я как раз искала тренера, и ну, можем сделать пробный период на грунт. И она согласилась, и вот, да. Ну, потом я уже, конечно, привыкла, для меня это было как бы уже норма, типа, что Мартина, там мы с ней постоянно ходили вот на ужины, постоянно проводили время, она была моим тренером, это было как-то для меня уже потом нормой. Ну, конечно, это прям вау. Но вначале было вот это ощущение, Да. что это какая-то сказка, но потом уже как-то превратилось в... Ну, как-то уже притерлись, и да, уже когда со временем потом, наверное, это норма, что ты не смотришь на человека прям вот так, но потом уже, да, это было уже более так нормально. Слушай, ну вообще процесс выбора тренера это очень сложная история. Ну, когда мы уже говорим о состоявшемся спортсмене, о взрослом спортсмене, есть ли у тебя какие-то вот такие красные флаги, прям, что ты начинаешь общаться с человеком, или что ты знаешь о нем, и ты понимаешь, вот с этим человеком я точно работать не буду, потому что вот нет, это я не могу принять, нет, этот человек не мой. Ну да, там, наверное, больше история должна быть за кортом. То есть у меня был один такой, кстати, red flag, не очень опыт. Этот Томас Друй, по-моему, его зовут, который имел плохой опыт с Томиком. Ему Томич, Томич, да, его Томича отец, ему на парковке чуть ли там не сломал шею, он с таким кастом потом ходил в Мадриде на турнире. Никто до сих пор, эта загадка, не понимает, что у них там произошло. Суть, в принципе, не про это происшествие, а суть про этого тренера, где потом, когда я была в поиске в какой-то момент, мне посоветовал его один из моих агентов на тот момент, и я сделала с ним пробный период. И он также, этот Томас, работала с Бартоли, когда она якобы
выиграл Уимблдон с ним и сразу его уволила. То есть для меня это тоже какие-то ред-флаги. Я не совсем понимаю, вот когда тренер с кем-то или выигрывает шлем, или какую-то вот неделю, его увольнять просто там без причины а-ля. То есть Ну, он в смысле, мол, не может быть, чтобы за этим ничего не стояло. Да, и для меня это уже какие-то ред-флаги. Опять же, если тебе там отец сворачивает шею по какой-то причине, да, или как-то, это уже тоже ред-флаг. Я как бы, ну, опять же, окей. Единственное, я встану на защиту этого Томаса, что Томич известен... Там тоже специфический. Да, и там отец Томич, да, сумасшедший, и папа, да. Поэтому, но, в общем, я с ним сделала пробный период, и как-то вот в общении между тренировкой, как вот он, не знаю, смотрел и говорил, и у меня какое-то вот было, да, прям неприятное ощущение, я прям сказала: нет, извини. Кстати, это было очень достаточно жестко. Он ехал на тренировку ко мне. А ты ему позвонила и сказала: можешь не ехать? Да. Да? Он ехал ко мне на тренировку, да, ты угадала. А я ему позвонила и сказала: разворачивайся и не едь. На самом деле, это очень жестко. Я беру это на себя. Но это, наверное, про то, что вот лучше вот жестко вот так. И я ты вообще решительная такая по жизни? Да, Но это да. прям решила, сделала. Это Да, круто. особенно раньше. У меня прям вообще это было вот так вот категорически. Сказал, как отрезал. Да, да. И, в принципе, не жалею ни об одном своем таком сумасшедшем решении. С человеческой точки зрения, наверное, это некрасиво, естественно. Но это честно, с другой стороны. Да, но я извинилась и сказала: извини, так не делают, и это очень некрасиво. Но я сказала: прости, пожалуйста, я правда вот чувствую всем телом и не могу. Какая-то вот, не знаю, вот интуиция и просто непринятие, вот, что, наверное, не стоит. Лучше так, чем, правда, вот 2-3 турнира опять поездить и что-то вот. Да. Вообще доверяешь интуиции? Да, да. Ну вот, опять же, вот сколько было таких у меня решений. И всегда оказывалось, что вот так и должно было быть, да? Да, даже не знаю. Мне кажется, все равно никогда не знаешь, как правильно, да. Но я решительная, да, и я спонтанная очень. У меня вот это очень часто в жизни работает, но я никогда не жалею потом. Я не знаю, правильно или нет, но все равно надо решение принимать. Зачем оттягивать? Да, его должна принимать ты в любом случае. Поэтому потом проще, наверное, на себя все-таки это все взять, принять его решение самой, чем потом кто-то за тебя что-то решит, и ты будешь винить этого человека или как-то. Ну, я вот такая. Мне кажется, это очень мудро. Тренер, которым не могу тебя не спросить, с которым ты тоже успела поработать, это Даррен Кэхилл. Да, но это вообще мой любимчик. И мой тоже. Давай что-нибудь про него. Я готова все послушать про него. Да, с удовольствием расскажу, потому что когда меня спрашивают вот про тренера, я говорю: ну их не так много, на мое мнение, в туре, по пальцам пересчитать. И я всегда называю, что Даррен Кэхилл — это мой любимый тренер. И я считаю, может, самый лучший даже тренер, которого я знаю. У меня с ним был опыт работы, мне было 20 лет, и у меня тогда был контракт с Adidas формы. И он был одним из тренеров от Adidas, да? Верно же? Да, и Adidas сделал вот эту программу, они выбрали несколько игроков, которые могли использовать... У них один тренер был Даррен Кэхилл, и второй Свен Гронвелд, который тоже был с Машей Шараповой, да. И с Кирстейн. Вот я смотрю, они закончили с Кирстейн сейчас. Вот. И их было двое. И тоже он нереально классный тренер. Он, по-моему, с Иванович тоже был, Гронвелд. Но и мы еще так интересно общались с девочками, там Возняки была тоже в этой программе, Саня Мирза, и мы разделились, то есть они были больше со Свеном, лучше общались. Подожди, как разделились? Вы, то есть сами между собой так получилось? Ну, мы как в раздевалке там или какой-то фидбэк друг другу давали, то есть у нас было так, что мы могли выбрать какие-то недели, скажем, в июле после Умблдона в Лас-Вегас я прилетела, и
Даррен со мной работал неделю, там какое-то время до американской серии. А также еще бонус был этого всего. Это был бывший тренер по ФП Андрей Агаси. Такой... Джилл. Да, Джилл, в честь кого он и сына, они сына назвали. Да, очень такой фактурный мужчина. Крепкий все время в панамке и в черном сидел. Он построил свой тренажерный зал у себя в доме сам. Да, по-моему, Агаси рассказывал. Да, у него такие специальные там оборудование специальное. И я с ним делала ФП. Невероятно классный человек. Он, кстати, тоже по культурной программе. Он нас водил на цирк дю Солей. Вот это все. Он мега крутой вообще чувак. И для меня это просто... Вот, ну, я прям летела как на праздник каждый раз туда. Вот это несколько раз я так с ними делала. Такой мини-пресизон. Вот. И Даррен, да, соответственно, был по теннисной части. А еще вот Свен был. Но он больше в Европе был. Свен. То есть, ну и вот некоторые девочки прям говорили, не, ну нам больше как-то Свен заходит, а я вот прям, я такая, Даррен. И самое интересное, такой инсайт, я играла в Цинциннати с Возняки, а я не могла просто, она какая-то была для меня мега неудобная соперница, я всегда ей проигрывала. У нас какой-то там был общий счет, ну, в 7-0 в ее сторону, я ее только один раз обыграла на юниорской Австралии в финале. После этого все в WTA-туре, все ей проиграла. Просто она вот это вот бегала и перекидывала мяч, а я просто по заборам так вот. И у нас все матчи вот так были. И у меня вот как раз я с ней играла третий круг, и я думаю, блин, ну я просто не могу с ней играть. И мне Даррен, он не мог сидеть ни у кого в боксе, соответственно, потому что она тоже была в Адидасе. Но он мне все равно сказал, говорит, она, потому что она все время вот так двигается, она не любит противоходы, да, правильно это говорят? Ну, когда сыграла справа, ты опять же в тот же угол. Да, и она, это всегда ее ловишь на этом, потому что она вот так двигается, и я ее обыграла. И он сидел наверху, и я каждый раз смотрела на него, и он так улыбался в улыбке, и вообще он, ну, не имел, ну, как там ничего такого в принципе, ну, в общем, такой инсайт был интересный. Ну, в общем, да, для меня, в принципе, у Даррена вот все эти качества собраны, которые я всегда хотела в плане теннисного техники и понимания игры, потому что он сам играл хорошо. У него, да, неплохо. Да, у него нереальный опыт работы с нереальными игроками. Ну и сам как человек, он супер такой простой и легкий, и вот это все, да на кайфе, да не парься, господи, да просто вот здесь возьми кик, подай. Но при этом ты говоришь, что ты любишь жестких тренеров, значит, жесткость необходимая для тебя у него тоже присутствует. Да, потому что на корте он серьезный, и все четко, но за кортом тоже мне важна вот эта часть культурной программы, какой-то такого, чтобы не было вот этого пресса, наверное, это все идет у меня от детства, что он был, и мне очень важно, чтобы вот не было, вот была, то есть, да, вот здесь вот так вот, а за кортом по-другому. Ну, то есть какой-то баланс. Да. В целом. Да. Мне он просто безумно нравится. Я, понятно, с ним лично не знакома, но каждый раз, когда он дает интервью, про Синера рассказывает или про Ваньоца рассказывает, я прям, мне кажется, готова слушать его бесконечно. И он, правда, кажется и очень знающим, и очень, не знаю, максимально, мне кажется, приятным человеком. И получается, ты же совсем недолго с ним работал, то есть это недели, месяцы. Да, это были недели, там, несколько на протяжении года, то есть такие, как наездами я приезжала, где-то на турнирах он помогал. Это было очень мало, но все равно такой вот маленький опыт знакомства, работы с ним было. Также он в хороших отношениях с Агаси и Штеффи Граф, и они оба приходили на тренировки, и Штеффи Граф даже со мной один раз играла. Ну, это вообще просто, я думаю, ну, это все. Я звоню папе по видеосвязи, да? Все здесь. Тогда, ну, это было, по-моему, у меня уже был iPhone, потому что это был 2012 год. Но да, все равно, то есть это просто прям... Ну, еще так интересно, что я никогда не показываю. У нас вот этот вот менталитет, наверное, не знаю, какой-то такой гордый, типа... Так очень я была отстранена к ней. Ну, типа, это норм, что она со мной тренируется, а сама думает, ты что, какой норм вообще? Сделай лицо попроще. Нет, это классный опыт.
В общем, если, наверное, существует сейчас идеальный тренер для Анастасии Павлюченковой, это Даррен Кэхилл. И Ну, вот, Штеффи Граф как спарринг. ну и Да, Агаси как, да, я не знаю, да, психолог да, или да. там аналитика, потому что, насколько я понимаю, вот многие говорят, что он как он глубоко вообще разбирается, и в целом, еще сам Кэхилл тоже рассказывал, что, говорит, я когда начал с Агаси работать, у меня такое количество вопросов задал по каждому сопернику, а что я делал с первого удара, что я делал со второго. То есть просто там вот эта глубина, говорит, я как тренер был в шоке. Да, вот это, кстати, тоже очень важный момент, но он для меня, знаешь, кстати, это еще пошло немного от Матиаса, потому что он потом уже, когда начал со мной ездить, он у меня спросил, о чем вы с тренером говорите? Так. И он начал как раз задавать вопросы. И я сначала хотела сказать, ну, как бы это вообще не твое, в принципе, дело, вот, а тебе-то что? То есть вот такие ответы были с моей стороны. А потом я начала задумываться, а в принципе это неплохой вопрос вообще-то. И, в общем, я поняла то, что ну, я привыкла в детстве, у меня папа, на самом деле, как было, я в детстве, я привыкла, что у меня папа стоял, пинал просто сзади и постоянно говорил, делай то, делай это, то есть вот такая вот жесткая дисциплина. И я понимала, что когда он только чуть-чуть отходил куда-то, Ты терялась, да, я немножко? просто стояла вот так вот, смотрела там на небо, что-то с кем-то мы в группе тренировались, я все время прикалывалась, что-то какие-то приколы. Я вижу издалека, он подходит, и я опять такая, типа, ну, в общем, я такая очень была, как бы в этом плане немного, не совсем серьезная, наверное, дисциплинированная. И потом мне, когда тренеры говорили, что делать, я это делала. Я не задавалась вопросом, почему мы это делаем, что мне нужно улучшить, как бы тактику я не сильно спрашивала. И потом да, Матей задал этот вопрос, и я начала у тренеров тоже спрашивать, слушай, завтра я там играю с ней, почему мы матч не смотрим вместе? То есть и потом мы стали садиться вместе смотреть предыдущий матч тоже, как я играла, еще предыдущий матч, потом как надо играть. И вот эти все моменты, где тоже я забыла упомянуть про идеального тренера, что он должен изучать соперников и знать просто закрытыми глазами, кто как играет, и как к нему готовиться, помимо еще вербально, еще и на корте тренировки. Мне еще очень интересно, смотришь ли ты свои матчи. Вот любопытно, тоже Джокович рассказывал в этом же подкасте, что раньше вообще не мог смотреть матчи, которые он проигрывал. Говорит, что просто вот у меня в животе вот начиналось какое-то ощущение, я не могу смотреть. Но потом много общался же с Коби Брайантом, и Коби как раз ему посоветовал, что ты должен пересматривать матчи, которые ты проиграл, ты должен пересматривать все моменты, где ты что-то сделал не так. И Новак сказал, что я смотрю сейчас свои матчи, которые я проиграл, пересматриваю ключевые моменты, но я никогда не смотрю матчбол. И вот тот момент, когда мой соперник скидывает руки победно, вот что-то такое психологическое есть, то есть моменты да, но никогда не смотрю матчбол. То есть вот это я не могу переступить через себя. Смотришь ли ты свои матчи или вот сыграла, все, забыла? Нет, обязательно. Ну, у меня 100% такая же история, как и у Джоковича. Я тоже, скрипя там всеми органами, не могу это смотреть, потому что у меня очень играет много вот эта история, что я жалею. Вообще очень много таких сожалений у меня по жизни. Жалею, что что-то не сделала, Да, не сделала в матче. Да, и у меня всегда вот сидит это внутри, что я вот сожалею, что я не так сыграла этот мяч. И я помню прекрасно там почти все матчи, ну, хорошо, там не 10 лет назад, ну, такие относительно свежие. Я помню, что как я сыграла, я до сих пор могу просто от А до Я рассказать тайбрейк Саниссимо на Умблдоне, где я 6-3 вела. И я до сих пор вспоминаю, и вот у меня вот это сидит, что, ну, надо было подать по-другому, да, то есть... то есть, да, и мне это очень сложно. Некоторые я прям и не могу переступить, и не пересматриваю. Или где-то пару геймов так примерно понять историю, ну да, то же самое, как матчбол, вот как они радуются, я не хочу это смотреть. Это точно, у меня прям очень неприятно. Поэтому, но это обязательно нужно, потому что
очень много чего я вижу в плане даже техники иногда, и, например, там даже тупо на приеме, если я считаю, что запаздываю где-то, может быть, надо встать чуть дальше или наоборот чуть ближе. То есть мне очень ярко видно вот эти моменты для себя даже тоже. И ты понимаешь, больше со стороны видно, что делаешь. Потому что когда играешь, там больше тактическая история, но я не вижу себя со стороны, что я делаю и как. То есть работа ног и так далее. То есть такие моменты это обязательно нужно. Ну вот, коль что вспомнила про этот матч, тяжелое поражение в матче против Аманды Анисимовой, но можно вспомнить и пресс-конференцию после этого матча. Это тоже, вот, наверное, такой вариант прожить этот тяжелый момент. Да? Ты появилась в шапке, да, и с пивом. Ну, как-то вот казалось, что ты хотела... А что, кстати, ты хотела этим сказать? Просто я хочу забыть этот матч, я хочу идти дальше. Вот что это? Что за этим стоит? Да нет, на самом деле я просто прикольная. Во мне очень много такого, яркости, как личность, и много очень делаю я вещей таких за кордом, где я это не показываю, про это не говорю. И вот в этот момент мне как раз-таки хотелось побыть с Матисом немного и забыть про какие-то там стереотипы и рамки, и тем более еще это Умблдон, вот эта вся белая все и чопорность, и мне прям, а я еще проиграла, я, кстати, очень долго плакала, это впервые, у меня редко так бывает, но у меня, видно, какой-то просто вот накопилась усталость, я еще болела на Умблдоне, и у меня просто... И вот мне прям в тот момент мне было все равно. И я, во-первых, мы еще после матча выпили с Матисом пиво, и мне надо было идти на пресс-конференцию, и я просто его... А я с ним пойду. Там еще шапочка, да, потому что я же свой бренд одежды собиралась сделать, и это была часть этого бренда. Просто сейчас модно вязаные всякие панамки. Я люблю вязаные панамки. Потом клубника — это Умблдон традиция, и жемчуг тоже. И я это все налепила на одно. И еще один момент. У меня была допинг-проба. Мне всегда сложно после матча сдать ее, потому что это долго занимает Ты хотела времени как-то для ускорить, меня. да? Да, и еще заодно плюс к всему это ускоряет процесс, чтобы эту пробу сдать. В общем, там вот такой набор, в принципе, всего получился вот так. Но вообще у тебя очень яркий стиль, запоминающийся. Мне кажется, даже люди, которые не особо там следят за теннисом, если вот так увидят тебя в одном матче, в другом, где-то после матча на пресс-конференцию, то вот запомнят, да, кто такая Анастасия Павлюченкова. Это было всегда, то есть с детства как-то хотелось вот так самовыражаться? Или в какой-то момент определенно, когда ты стала постарше, ты почувствовала, что, мне нравится вот так одеваться, не как все. И то есть в теннис это тоже потом переросло. Да, это как-то было с детства, на самом деле, потому что, наверное, еще все-таки у меня мама всегда очень стильно, на самом деле, одевалась. Я помню, у нее всегда была очень короткая стрижка, и она даже как-то мне, вот внешняя стрижка на принцессу Диану похожа была. И уже вот от нее шло, я помню всегда с детства, что она всегда одевалась. И у нее какое-то было чувство вот вкуса и стиля. Это вот просто в детстве, когда я маленькая была девочка, мне вот так казалось. А дальше у меня брат был тоже эпатажный. И тоже, да. И он еще тоже... Саша очень такой фактурный, он в 13 лет уже был 1,90 м, там, за 1,90 м ростом, блондин, и вот у него там серьга в ухе появилась там в 13 лет или в 14 проколол, от папы прятал, там волосами накрывал, потом он татуировку уже в 16 лет сделал, и у него был какой-то вот он банданы носил, он такой был рокер прям. Да, и я, наверное, насмотревшись уже тогда в детстве на него, я тоже уже одевала банданы. Я на себя сначала косынку, потом я их крутила, как вот так одевала. И как-то все пошло-поехало. Я помню, еще не забуду, вот когда у Патрика была в академии, я пришла в само здание в академии, где там такая барная стойка, и все тренеры сидят и пьют кофе, в том числе Патрик. И я пришла летом в коротких шортах и просто в угах. И это было лето, и уги, и короткие шорты, и они такие, типа,
вообще в шоке, что сейчас было. И, в общем, вот какое-то такое уже было тогда. Прикольно. Ну, и, Не знаю, если это так. Ну и чем дальше, наверное, тем больше каких-то деталей и нюансов появляется. Ну да, и как-то дальше уже насмотренность и какое-то общение с определенными людьми. И красила ногти я еще всегда очень красочно. А ты и с дизайнерами, некоторыми известными, знакома, насколько я понимаю, знакома, в частности, с Дэвидом Комой. Да. Как это было, как вы познакомились, нашли друг друга? Да, это был 2011 год, но в Булдоне всегда делали престижные вечеринки для игроков с красной дорожкой, и всегда там, Мария Шарапова, Сирена, они приходили в дизайнерских каких-то очень красивых платьях. И это прям все уже знали, что это вот надо ждать какого-то там дизайнера, и будет как-то круто, плюс Лондон. И тогда я была с AMG агентством, и мне агент тогда вот сказал, у нас есть варианты дизайнера для тебя, и есть красивое платье, плюс он говорит по-русски. Я говорю, вау, ну мне тогда было там, 19 лет, я говорю, вау, круто, и оказывается, Дэвид Ком, он вообще из Питера, говорит по-русски, и, в общем, он только-только начинал тогда, переехал в Лондон, и вот он мне сделал там такой прикольное черно-белое платье, мне там какие-то нереальные волосы сделали, и тогда еще было нереально, что Prodigy были на той вечеринке, и один из... Ничего себе! Да. На Уимблдоне, извини? Да, на Уимблдоне Prodigy. для вечеринки игроков, потому что тогда это была престижная, все закончилось. Раньше были очень даже неплохие времена. Нет, просто извини, Уимблдон, Prodigy. Да. Уимблдон, Prodigy. Да, но это как Уимблдон и моя шапка с пивом. Это то же самое, в принципе, вообще противоположные вещи абсолютно. Ноль класса. Ну, Prodigy, да, был на этой вечеринке, и я никогда не забуду, я стояла там, как такой буфет с едой был, и я стояла в очереди за едой, и кто-то просто делает вот так по плечу. А это Кейт Флинт? А это Мэд Макс, который был темненький. Его ж так Мэд Макс правильно звали вроде? Наверное. Да, там был темный. И он мне говорит, мне нравится здесь такая вставка, крокодил, очень прикольно. Я говорю, спасибо. И мне так самый прикол, на тот момент я не знала, кто это. Я знала группу The Prodigy благодаря моему брату и папе. Но я не знала солистов и так далее. И ко мне подбегает Дэвид Кома и говорит, ты видела там Prodigy? И, в общем, да, и я потом эту всем историю рассказываю, типа, какой крутой момент. Слушай, ну вот с Дэвидом вы общаетесь, как-то поддерживаете связь. Да, он очень любит теннис, на самом деле. Он много раз приходил на Уимблдон за меня поболеть. И да, мы поддерживаем связь периодически, да, в Инстаграме он там огонечки шлет или что-то реагирует, и я, соответственно, тоже на все его очередные новые коллекции. Скажи, пожалуйста, сможешь ли ты сейчас составить топ-5 самых стильных спортсменов? Вот кто приходит в голову, потому что ты в эту тему погружена. Да, кто приходит в голову? Первый у меня это OBJ, это Одел Бекхэм Джуниор, он футбол американский. Мне еще очень нравится, он стильный. Он, кстати, за Алькараса болел на Ролан-Гаррос-финале. И уже там тоже я так смотрела, в чем он одет. Но он стильный, мне нравится. Дэвид Бекхэм, мне кажется, тоже... Классика. Да, он крутой. Классика всегда на Уимблдоне. Мне еще нравится сочетание классики и вот татуировок. Спортсменов, девушек я сейчас так быстро не назову, но мне не спортсменов очень нравится Пегги Гу. Это диджейка. Диджей. Она Корея, да. Она очень крутая, и мне очень нравится ее стиль. И Блэк Лайвли, и актриса, и Хайли Бибер, и так далее. Слушай, если мы все-таки говорим про моду как вот такое твое большое увлечение, наверное, да, мы можем представить, что в будущем Анастасия Павлюченкова станет дизайнером? Когда уже закончится теннисная история и начнется какая-то другая, мы можем предположить, что это будет вот такая история? Нет, дизайнером точно нет, потому что я все-таки
ну, считаю, это очень высокая планка, и мне, конечно, льстит, но я не считаю, что я там какой-то могу стать дизайнером но мне очень интересно это, и я хотела бы сделать какой-то такой свой бренд. У меня были мысли играть, опять же, я начала сезон, играя в своем, поэтому, когда у меня закончились контракты длительные с Adidas, потом с Lacoste, то поэтому у меня возникла идея, что в своем, потому что мне нравится выражаться на корте и быть собой. А с ними я не могла этого делать. И, ну, просто когда я начала влезать в нюансы, это оказалось намного тяжелее, чем я себе представляла, поэтому пока это на паузе, и я надеюсь, что если возможность какая-то вдруг появится, обязательно за нее захвачусь. Ну, и на следующий сезон, да, подумаю, что и как, в чем играть. Нет, но все-таки сейчас у тебя есть основная работа, это теннис. Да, да. Слишком много времени занимает, Да. извини, чтобы заниматься, наверное, чем-то еще, вот таким творчеством. Ну, а когда теннис закончится? Все-таки уже чуть-чуть поварившись в этом, поняла, что, наверное, Да, это нет. это не просто, это не так просто. Опять же, мне нравится креативный процесс, там, допустим, придумывать какие-то прикольные, да, там, аксессуары и вещи, но помимо этого всего там больше 90-80% еще деталей, которые не очень интересные и не очень приятные, которые нужно делать. Поэтому, да, я когда погрузившись глубже в этот процесс, поняла и проект, поняла, что насколько это сложно. Но никогда не говори никогда. Ну, там посмотрим. Да, Просто сейчас да. сойдемся на том, что сейчас нет на это времени. Да, но наверное. и так и есть на самом деле. Да, то есть даже креативная часть, когда я тоже с дизайнерами, когда я еще я не могу рисовать, да, то есть я не могу. Ну, у меня может, нет- ты потом учиться пойдешь. Ну, наверное, не на это. Наверное, не на это. Лучше на что-то другое такое конкретное. Хотя, ну, да, учиться, не знаю, не уверена. Но, то есть у меня нету навыка рисовать силуэты и так далее, поэтому это тоже надо иметь человека, который будет воплощать мои идеи в реальность. И я работала с таким человеком, все было очень красиво на картинке, потом не всегда тоже выходит в жизни как на картинке. Но вот тоже в тему самовыражения татуировки. Мгм. Вы уже немножко затронули эту тему. У брата были, но у брата там, насколько я помню, посерьезнее. Да. У тебя так локально. Я с ним не буду соревноваться на эту тему. Но он, я так понимаю, призывает, да, что, мол, давай-ка уже что-нибудь посерьезнее сделай, да? Ну, кстати, самое интересное, что был момент, где у меня просто их много, но они очень маленькие, да, ну, так Да, разброс. так, изящные, да. Да. А он мне все говорил: слушай, ну давай ты уже забейте это рукав или рукава, что ты все на эти мелкие? Я говорю: Саша, ну, во-первых, давай возьмем твой рост, тебя и меня, куда, то есть вообще. Во-вторых, у меня как бы табу, я сказала, что нет, я на теле вообще не хочу делать татуировки, то есть на конечностях. У меня все стопы в татуировках и вот кисти рук, там пальцы. Ну, наверное, как бы в банк работать я тоже не пойду. Лучше уж дизайнером. Тут, мне С кажется, можно с с татуировками. такими руками у меня все родители всегда переживали, что, ну, это как бы, ну, серьезно так работать ты не сможешь нигде. Ну, опять же, вот самовыражение вот у меня вот так видится и хочется. Наверное, еще, может быть, это вот мой брат сыграл в этом какую-то злую шутку. Ну, я так понимаю, ты все делаешь в разных странах, в разных городах, то есть это как память о месте для тебя. Да, это, кстати, тоже есть такой у меня, да. Они все в разных городах сделаны. Я всегда говорю, что нет никакого смысла, то есть они без смысла, но на самом деле парочка-то есть смысл, потому что вот здесь на пальце это оригами, то есть и сакура. Это все про Токио, потому что я выиграла золото с Андреем, и вот мне это напоминает, там, когда мы прилетели в Токио, первое, что я увидела в аэропорту, было оригами, у них везде маленькие стояли. И для меня это вот как-то... Потому что для меня делать олимпийские кольца татуировку, это очень банально. Я не хотела априори это делать и говорила, что и все, кто это делает, это вообще
странно. Но, да, но я хотела в другом смысле для себя, чтобы запомнилось мне вот Токио Олимпиада, и это вот так. То есть обе эти татуировки ты сделал после побед на Олимпиаде? Да. И Да. оригами, и сакуру, да? Да, сакуру. Круто. Да. Но это хорошее напоминание, еще руки. Ты часто видишь свои руки? Да. О, я же олимпийская чемпионка. Но Да, очень удобно. Да, но вот еще смайлик, это когда у меня был такой момент депрессушный. И это вот я тогда сделала, что как вот тоже вот всегда видишь напоминание, что всегда улыбайся, все равно все хорошо. То есть, в принципе, если так подумать, то они и вроде как и со смыслом Ну, несут получилось. какой-то функционал. Да, ну вот здесь вот инопланетян, я верю в инопланетян, ну, верила очень сильно раньше, Соглашусь. поэтому все вообще прекрасно со смыслом, кстати, вот. Просто они пока задерживаются, что не прилетают. Но я тоже верю, что они однажды... Но это мы в следующем тейке как-нибудь тоже обсудим. Да. Так, расскажи, пожалуйста, про то, как ты аккредитовала собак на турнир. Это что было? Вот по приколу просто захотела, аккредитовала? Или что за этим стояло? Ну да, по приколу. Ну просто они с нами были в Риме и на турнире, и мы как бы их... Извини, это вот одна из тех собачек с первого свидания. Да. Это, ну окей, там даже не спрашивая про имена, это Матиас называл, к нему вопросики, как бы я бы так не назвала, но окей. Его зовут Спагетти, ну потому что, видно, Рим, он белый, там, это уже не ко мне вопрос. И девочка, он мальчик, а девочка пушистая — это вонгола, потому что Матис любит спагетти а-ля вонголи. Это, господи, ну как миди, спагетти с мидиями, а она такого цвета, типа вот они вместе. Ну и да, я попросила турнир, потому что там у нас всегда обычно лимитированная аккредитация. Ну, это такая, Матис, извини, но тебя и не аккредитовал, потому что как бы такая ситуация. Да, ну он бы, кстати, понял, без проблем. И вот, да, нам пошли навстречу и аккредитовали, и причем я написала спагетти Павлюченков и вонгола Павлюченкова. И, в общем, да, это все были в полном восторге. Тоже, я помню, в Инстаграм выставила, там, мне вообще куча просто пришло сообщений, эти смайлики со слезами, смехом. И потому что мы вовнутрь, ну, как бы на турнир, прям к игрокам в зону ушли, поэтому им нужны были, ну, как бы я прикольнулась, им тоже давайте сканируйте аккредитацию, они готовы. Ну, они, получается, на одном турнире были с вами? Или периодически же вы их берете? Нет, к сожалению, да. То есть они в Риме, у них есть нянька. Просто золотые собаки, на самом деле, вышли в прямом и финансовом плане. И там есть нянька для собак. Кстати, они прекрасно живут за городом, возле Рима. У них огромный сад. Извини, это турнир предоставляет? Нет, это Матис нашел нянек. Я уже думала, уже и такие специалисты есть, да, WTA-тур. Если бы, дай бог, но пока еще не сделали. Вот. И да, они живут, у них нянька есть для собак, они живут возле Рима, в доме с огромным садом. Там периодически еще разные собаки тоже. И тусовки вот у них, короче. Тусовка вообще просто шикарная. Мне кажется, они даже и не хотят к нам больше вообще. Да, просто там надо сделать им специальный документ, чтобы они, да, могли с нами путешествовать. Давай попробуем придумать формулу счастья Анастасии Павлюченковой. Мы можем разные ингредиенты туда накидывать. Я так понимаю, Матиас там точно будет. Собаки там, наверное, тоже будут. Вот что еще вот в эту формулу ты бы добавил? Что делает тебя счастливой сегодня? Ты выглядишь, не знаю, как счастливый человек, это здорово. Что бы ты добавил в эту цепочку? Ну, мы добавляем и людей, да. Что тебе приходит в голову? Вот это делает меня счастливым. Или этот человек делает меня счастливым. Ну, да, Матиас, собаки, моя мама, здоровье. И, наверное, гармония.
гармония нужна и гармония с собой. Я бы даже больше всего отметила. Для меня это счастье, потому что гармония с собой — это, наверное, самое основное, где ты можешь, и ты счастливый и с человеком, и ты счастливый один. Для меня счастье — это... Для меня вообще, когда счастливые отношения и вообще счастье с людьми, если ты счастлив сам собой, то ты будешь счастлив с людьми. Потому что если ты не счастлив сам собой, ты не интересен себе, то ты не будешь никогда интересен никому. Никому не нужны тяжелые зануды, никому не нужны люди с проблемами. Поэтому такая жизнь поверхностная, мне кажется, и для меня важны ценности, человеческие просто ценности. И это не про деньги, это не про пафос, это про вот прям настоящие ценности, где ты сидишь с любимым человеком, пьешь кофе с собаками и читаешь книги, и больше ничего не надо. И мне кажется, это самое счастье. Отличная формула. Так, Теннис подожди, туда особо тоже не входит. это был мой вопрос. Так, рушится схема-то получается. Ну, извините, просто, да, теннис для меня это больше, скорее всего, наверное, работа, потому что это тяжелый труд. Это... Но он же тоже приносит моменты счастья, это же Да, нельзя отрицать. да, конечно, приносит. Я очень люблю выигрывать, но это такие... Какое-то оно приходит и уходит быстро. Потому что у нас, особенно в теннисе, самое тяжелое в теннисе — это то, что ты выигрываешь, и ты счастлив, но на следующий день у тебя уже другой матч или у тебя уже другой турнир. Даже когда я выигрываю, сколько было раз я выигрывала турниры, кубок поднимала, мы уже с этим кубком ехали в аэропорт, и на следующий день иногда приходилось играть, где я проигрывала, и уже казалось, что все, этот кубок уже абсолютно обесценен. И, то есть в этом плане, и я тоже уже говорила, тяжело в теннисе, что большую часть времени я чувствую себя лузером и чувствую себя каким-то неудачником, потому что большую часть ты проигрываешь, к сожалению, потому что турнир каждую неделю, и там 7 матчей, и чтобы все выигрывать, ну, наверное, только Роджер Федерер там, и Раф Надаль может похвастаться, где, наверное, большую часть они выигрывали и были счастливы. В нашем случае это больше поражений, а я их очень тяжело переживаю, поэтому, наверное, все-таки... Ну да, если сопоставить на весы, больше, конечно, расстройства и стресса из-за тенниса, чем счастья, но, конечно, это самая большая часть моей жизни, которую я посвятила себя, и я люблю ее тоже. Ну и пока чувствуешь, что не пришел еще момент, когда вот уже все, пожалуйста, я хочу еще. Ну Да. вот это же есть внутри, что я хочу еще. Да, ну это мне такое ощущение, что это никогда не закончится, потому что, да, ну в том плане вот эта любовь к теннису, и вот даже когда Love and hate relationship, да? Ну вот да, как я так тоже написала вот в Инстаграме, потому что это такое токсичные отношения абсолютно, потому что иногда мне просто, я вот, да, мне очень много раз казалось, что ну все, это конец. Я больше не могу, потому что я сижу просто с разбитым сердцем в раздевалке, и мне кажется, что я просто не встану больше на ноги, и не соберусь, там, не выиграю матч, и там много моментов. Но, естественно, и тоже эйфория, когда ты выигрываешь, проходишь там, финал турниров и турниры, это ни с чем не сравнимый адреналин, который, наверное, мы нигде, может быть, только на американских горках найдем. Но это вот такие токсичные, да. И вот когда в любом состоянии, даже больная, даже с болезнью Лайма, там, с температурой, неважно, я выхожу на корт, и все какое-то включается, вот когда матч включается, и просто все, я здесь, я не хочу проиграть даже ни одного очка. Ну вот оно какое-то автоматом, и, наверное, никогда не пройдет. А скажи, пожалуйста, если бы ты могла сейчас записать аудиосообщение себе 17-летней, да, вот записать сейчас со своим там, 20-летним уже опытом в туре, в теннисе, что бы ты себе сказала? Это может быть 1-2 предложения. Да, ну,
Я бы точно сказала себе, что не нужно никуда торопиться, что еще очень много времени, и все ты наверстаешь, и все будет. Просто не торопись, просто будь в моменте, потому что меня прям несло всегда вообще. Я никогда не наслаждалась тем, что у меня было, что есть, и в моменте. Поэтому это самое главное, чтобы я себе сказала. И ам, ну, как бы трудись, дерзай, и все будет. Оно, я считаю, если ты работаешь и все делаешь дисциплинированно, и делаешь, ну и, наверное, еще, может быть, делай все на 100%, делай, и как будет, так будет. Вот это еще, наверное. Потому что у нас, может быть, менталитет и всегда казалось, что вот, ну, всегда мне вот или выиграю, или конец. То есть он какой-то или да, или да. То есть у нас нет вариантов каких-то, вот, может быть, из-за того, что так вот трудное, да, детство там было, как-то или менталитет. А мне кажется, что самое главное делать свое дело на 100%, делать, что ты можешь делать. Вот просто сделай сегодня, выйди, отдай себя на 100 на корте, и все. И неважно, в принципе, какой результат. Уже супер. Результат мы не можем контролировать. Я знаю, что это звучит очень просто, но вот оно вот так вот как-то надо стараться, вот сказала бы это себе. Но все равно сейчас, по прошествии стольких лет, есть ощущение, что ты научилась наслаждаться теннисом, несмотря на то, что это очень сложно, это, да, тяжелые отношения, это и боль, и слезы, но вот твое же отношение к теннису и восприятие все равно поменялось за эти годы. Ты сама сейчас сказала, что раньше я неслась, там, не замечала чего-то, да, не могла насладиться. Сейчас, значит, что-то изменилось. Да, изменилось только, что я начала ценить больше себя и ценить, что насколько это сильный труд. Вообще, папа даже, в принципе, мой всегда говорил, спорт это не для женщин, да, то есть уже что мы вообще столько всего делаем в спорте, это уже круто, я считаю. И у меня такое, я сама себя, самобитье всегда было, и, наверное, вот зря. Я вот, если бы вернулась, я бы сказала себе, тоже не нужно этого постоянно делать, потому что ты и так крутая, ты и так столько всего добилась, так наслаждайся этим и иди вперед с высокой, так держи себя, да, поднятой головой. А у меня вот это все время было, и у меня талант фокусироваться только на проигрышах, на негативе, вместо того, чтобы вот боготворить себя. И сейчас я понимаю, с каким восхищением люди смотрят то, что мы делаем, и спорт. И я стала любить больше теннис и вообще спорт, и нашу жизнь стараюсь находить. Это нереально тяжелая жизнь и вид спорта. Это самый тяжелый вид спорта, это самая тяжелая жизнь в туре. Матис мне после Уимблдона сказал, он занимался в детстве футболом, а потом был неплохо в хоккей играл, потому что в Дании. Ну, потом у него спорт, там он вообще в другую сферу пошел. Но он всегда держал обиду на отца, что отец его не заставил все-таки спортсменом стать. Как-то они не настояли с этим. А потом на Будоне он мне сказал после матча, ты знаешь, вот помнишь, я тебе это говорил? Так я, говорит, больше не жалею. Он говорит, я бы никогда не смог ни одного дня провести в туре вообще и делать то, что делаешь, эти все рутины. Поэтому я даже себя как-то теперь вот, да, наверное, сама себя ношу на руках, то, что я делаю. Блин, это классно. А есть ли в голове твоей вот такой сценарий, что однажды ты станешь мамой и потом вернешься в тур? Ой, нет, точно нет, потому что, ну, мне уже как бы много годиков и много лет, это не моя история, я уже прям совсем возрастная, то есть Ой, ну ладно уж совсем. нет, нет, да, ну правда, как бы для тенниса, да, то есть нет, ну вернуться в моем случае это будет, скажем, даже если там прям вообще вот в ближайшее время, в 36 лет там вернуться, ну нет. И я всегда, у меня всегда был принцип, то есть у меня еще черно-белое, то есть я сейчас играю на полную, Наиграться, чтобы вообще. да, а вот наиграюсь, ну вообще, и дальше там дети, семья.
Да, вот это как-то наполовину. Я не совсем... Я вижу со стороны, как девочки возвращаются в тур, ездят с колясками. У некоторых я вообще не вижу детей рядом. Мне это не совсем понятно. Ну, это для меня, да, опять же, каждому, как ему считается и хочется. Я так себя не вижу. В общем, надо наиграться вначале как следует. Да, а то я еще не наигралась. Но получается так. Да. Настя, спасибо тебе большое за такой откровенный и интересный разговор. Мы тебе желаем вот поиграть от души, сколько тебе еще хочется, чтобы действительно ты носила себя на руках. Мне кажется, ты очень важные слова сказала и для девушек, и, наверное, вообще для людей. Спасибо тебе за надеюсь, это. Да. Спасибо тебе большое за приглашение. Running dog.